Во вселенной кинокомиксов Marvel Камни Бесконечности – это 6 могущественных предметов, которые образовались из 6 сингулярностей одновременно с возникновением вселенной. С помощью этих камней можно воздействовать на одно из проявлений действительности – силу, пространство, время, разум, душу и реальность. Как и любой мифологический символ, камни бесконечности имеют определенный смысл. Чтобы вскрыть этот смысл философскими методами, нужно для начала углубиться в символику камня. Начнем с вопроса, почему данные ценности являются именно камнями? Почему это не магические кольца наподобие колец власти? Почему это не разные предметы, вроде шапки-невидимки, ковра-самолета, молодильных яблок, живой воды? Очевидно, что в символике камней бесконечности важно в первую очередь то, что они не были созданы конечными существами, а образовались естественным образом, в результате действия бесконечных сил природы. То, что величайшая ценность в мире имеет вид драгоценного камня, кажется нам совершенно естественным, в силу того, что камень – это архетипический образ сокровища, наряду с золотом. У людей особое отношение к камням сохраняется до наших дней с глубокой древности. Мифическое сознание видит в камнях источник тех или иных космических сил. Точно так же и камни бесконечности, будучи проявлениями определенных природных сил, воспроизводят глубинную мифическую интуицию. Итак, что же символизирует камень? Камень – это само олицетворение твердости и неизменности. Уже в этом качестве камня мы видим его скрытую мощь, силу противостоять изменениям. Не случайно памятники делают из камня, потому что камень не подвластен времени. Камень – это само воплощение вечности. Самим способом своего бытия он превосходит человека. По сравнению с мимолетным существованием объектов живой природы, бытие камня абсолютно, вечно и неизменно. Его сила, его неподвижность, его размер и его странные очертания – ничто из этого не является человечным. Они показывают присутствие чего-то, что чарует, ужасает, притягивает и угрожает, все сразу. В его величии, его твердости, его форме и его цвете человек встречает реальность и силу, принадлежащие какому-то иному миру, нежели тот профанный мир, частью которого является он сам. Камни бесконечности прозрачны и имеют вид драгоценных минералов. Прозрачный камень – это объединение двух свойств – твердости и светоносности, объединение двух стихий – света и вещества. Свет во все времена был символом проявления истины, чистого и неискаженного знания. Из этой символики света и возникло слово «просвещение», тогда как плотность и тяжесть всегда считались атрибутами материи. Таким образом, драгоценный прозрачный камень символизирует просветленную материю, впустившую в себя свет истины, синтез и взаимопроникновение двух планов бытия – идеального и реального. Камни бесконечности имеют овальную форму, что сближает их символику с символикой мирового яйца. Похожую форму имеет камень сердце Тефити из мультфильма «Моана». Вероятно, у создателей этих образов была одна и та же интуиция. Яйцо всегда было символом изначальной недифференцированной цельности, потенциальности. Это зародыш всех творений, исток существования, начало мира. Камни бесконечности возникли в результате сжатия, и своей небольшой формой они символизируют такую важную вещь, как точка. Точка – это начало, первопричина. Точка не имеет ни пространственной, ни временной протяженности. Следовательно, это объект внепространственный и вневременной. Вместе с тем, пространство и время мыслятся как развертывание точки, поэтому точка – это тоже символ потенциальности. Это вся бесконечность возможностей, взятая как нечто единое, как начало всего. Точка – это центр, из которого все развертывается. В фильме «Стражи Галактики» коллекционер связывает камни бесконечности с первичными сингулярностями, из которых произошел мир, а сингулярность – это синоним точки. Итак, камни символизируют мощь, вечность, недифференцированную цельность и потенциал развития, сосредоточенные во внепространственной и вневременной точке. Но что значит «символизируют»? Символизируют значит отсылают наш ум к некоему предмету, который обладает этими свойствами. В философии этот предмет получил название сущности. С точки зрения философии, действительность как целое представляет собой единство двух главных планов – сущности и существования, идеального и реального, смысла и факта.
Всякая материальная вещь с диалектической точки зрения есть единство сверхчувственного и предметно-чувственного, сплав некоторой сущности с ее вещественным проявлением. То есть мир во всем его многообразии – это проявление, развертывающееся во времени и пространстве единой невременной и непространственной сущности. То, что камни бесконечности являются материальным символом идеальной сущности, подтверждается самим их названием, указывающим на их главное свойство – бесконечность. На это свойство обратил внимание автор канала Cut the Crap Артем Харченко, подойдя тем самым максимально близко к философскому пониманию значения камней. Да, это сингулярности, заключенные в драгоценные камни. Сингулярность в физике – это, грубо говоря, синоним бесконечности. Получается, что камни представляют пространство, время, реальность, разум, душу и силу, стремящихся к бесконечности. То есть, если упростить это все, то камни – это и есть эти характеристики в самом что ни на есть полном объеме. Однако здесь важно то, что взять ту или иную физическую характеристику в бесконечном объеме – это значит перейти от физического явления к его уже не физической причине. Если мы берем бесконечность чего-либо как единое целое, мы выходим за пределы тех конечных элементов, из которых это целое состоит. Здесь уже речь идет не о том, что мы выходим из трехмерного пространства в четырехмерное, из четырехмерного в пятимерное и так далее, но о том, что мы вообще выходим из пространственности как таковой. Вся бесконечность пространств – это уже не пространство. Бесконечность времен – это уже не время. Бесконечность реальностей – не реальность и так далее. Это выход за пределы материального и конечного в сферу идеального и бесконечного. Короче говоря, физическое явление, взятое в своем бесконечном объеме, есть не что иное, как идея или понятие, или сущность. Любое реальное явление, с которым мы имеем дело в жизни или в вычислениях, это лишь частичное, бесконечно малое проявление сущности этого явления. Конечное – это проявление бесконечного, и первое невозможно без второго. Откроем книгу категории онтологии и прочитаем главу «Сущность и существование». Удивительно, что многое из того, что там говорится о сущности, вполне можно сказать о камнях бесконечности. Латинское слово «эссенция» – «сущность» этимологически означает «бытие, конденсированное в себе и свернутое в понятие». Сущность есть насыщенность бытием, сверхчувственный концентрат бытия. Она виртуально коренится в глубине явления, представляя собой совокупность всех отношений и возможностей. Истечение потенциальной энергии бытия оборачивается многообразием вещей, как проявлений сущности. Итак, камни бесконечности являются символом разных аспектов сущности. Это символы тех первоначал, первопринципов, которые лежат в основе видимого мира.